Сейчас пытаюсь прочитать вот от Моники. Светлана, когда у меня много работы или стресс, вот, проходит. Ой, прям это самое, это из Чехии похож такой язык, да. Я пробовала, и у меня невозможно слабость, и голод. Вот. Холод и голод. Вот. Вот. Это когда много работы и психологические, в общем-то, физические и все такое стрессы. Может быть, Света, тебе удобнее там прочитать. Светланка, когда у меня много, да. То есть вот человеку холодно, насколько я понимаю, слабость, хлад и голод. Вот, то есть получается, что как быть? Можно ли быть на сухих днях вот в это время, когда работа стрессовая такая, психически написана? Ну, вообще состояние, я все-таки склонна к тому, чтобы приравнивать вот это вот состояние автономии, когда мы находимся вне еды и вне жидкости. Это должно быть наше естественное состояние, то есть мы должны в нем и работать, и заниматься своими какими-то повседневными делами, и бытом. Мы не должны уходить в горы, и там начинать автономить, проверять себя, насколько мы готовы, потому что это глупо, мы же все равно вернемся обратно в социум. И если вы говорите именно про те вещи, что какая-то идет слабость, замерзание на чистых днях, то это нужно смотреть, на каких чистых днях, на каком дне. Но есть несколько рекомендаций. Во-первых, очень хорошо прогревает холодная вода. Если вы замерзаете на чистых днях, да, то можете либо сходить куда-то, если есть природные источники, то можно в природные источники, но это нужно подготовленным быть. А так, в принципе, можно дома под холодным душем хотя бы там минутку постоять под холодным душем, и тогда тело дает импульс, что холод, снаружи холод, тогда он изнутри начинает давать тепло, и вы тогда разогреетесь. Если мы говорим о слабости, то я уже рекомендовала гвоздику. То есть буквально 1-2 палочки под язычок кладете и рассасываете. Если хотите избавиться и от холода, и от того, что слабость, то я бы рекомендовала очень-очень хорошо разминать ушки. То есть у нас на ушах очень много вот этих вот различных точек, и когда мы очень-очень сильно начинаем разогревать уши, прям их так, потом вот так вот тереть, прям до красноты, то тогда у нас начинается вот этот вот прилив энергии, прилив крови, и у нас состояние выравнивается, у нас кровь пошла, то есть у нас ушла слабость, и у нас получается, что помимо того, что слабость ушла, естественно, и пошел процесс согревания организма. Вот. Еще какой-то там про еще что-то было? Или ответила?